Привет, народ! Я хочу предложить вам несколько необычный формат видео. Он основан на правках. Не так давно мы опубликовали видео по тревожному чемоданчику во время войны, и подписчики оставили большое количество обратной связи. Они дополнили согласно своему опыту. Я хочу зачитать эти комментарии и ответить на них. С некоторыми соглашусь, некоторые дополню. Такой формат не свойственен для нас, мы обычно не зачитываем комментарии. Но сейчас, в контексте данного времени, я считаю это более практичным и прикладным. Так быстрее мы сможем, и вы сможете обработать информацию, сделать выводы и улучшить свою безопасность. Хотелось бы отметить маленькую поправочку по гигиене. Я бы скорее рекомендовал не кусочек мыла, а шампунь. В скобках отлить небольшой флакончик. Это связано с тем, что мыло подвержено влиянию солей и металлов в воде. Жесткая мягкая вода. И во многих ситуациях оно будет сворачиваться, плохо смываться и так далее. В результате чего вы не сможете помыться. Согласен. Я не использую жидкое мыло и шампуни, потому что я, в каком-то смысле консерватор. Я привык к твердому мылу, я дома моюсь твердым мылом, и я на видео рекомендовал твердое мыло. Да, правильным будет рекомендовать скорее жидкое мыло, потому что действительно, оно не подвержено влиянию солей в воде. Оно также хорошо мылится, как и обычное, а иногда даже и лучше. Также жидкое мыло довольно универсальная штука, и можно мыть и волосы, и руки, и лицо, и я видел, даже ребята посуду им мыли. Почему-то не услышал про маски. Желательно FFP2, но можно и очень нежелательно и обычные медицинские. Согласен, не прав. Не сказал про маски. Надо. Это сейчас супер актуально и в контексте коронавируса, он никуда не делся, и в контексте запыления, задымления. Дальше продолжается этот же комментарий. Вообще прекрасно иметь панорамные респираторы или хотя бы полумаски. И согласен или нет? С точки зрения того, что их иметь в идеале, да, абсолютно согласен, замечательная вещь. Но есть нюансы. Во-первых, их не так легко достать. То есть нельзя сейчас просто пойти в ближайший магазин и там купить. Не так легко достать. И второй нюанс. Панорамная маска не так распространена, потому что есть нюансы физиологии. У нас у всех разное лицо, разная форма лица. Маска должна прилегать плотно. Поэтому подобрать маску именно под свое лицо, немножко сложнее, чем ту же FFP2. Нужен ли мне вообще противогаз в наших реальных? Знаешь, как я тебе отвечу? Контекст. Если огнетушитель, супер полезная штука, я считаю, огнетушитель должен быть у каждого дома. Но ходить с ним по улице вообще не вариант. Противогаз, очень классная штука. Если он есть у вас дома, вообще замечательно. Мы сейчас говорим даже не про использование противником газового оружия, что вообще не исключено. Мы сейчас говорим про банальное запыление. Что-то где-то бахнуло, поднялась пыль, натянул эту штучку и побежали. Но появляются нюансы. Во-первых, если мы говорим про привычный нам советский противогаз, который цельно-резиновый, с визирными окнами, с вот такой вот набалдашником на морде, он неудобный. Он парки, его сложно надеть, если у тебя есть волосы, он не работает, если у тебя есть борода, в нем ничего не видно, в нем запотевают стекла, неизвестно какого состояния фильтр, работает ли он вообще, потому что если у фильтра была снята пломба, то уголь внутри фильтра уже насосал на себя куча всякого, и он уже не работает. Много нюансов. То есть, если у вас была возможность купить современный противогаз, он у вас в прекрасном состоянии, сменные фильтры, вы умеете его быстро надевать и быстро им пользоваться, супер, работайте, снимаю перед вами воображаемую шляпу. Но если вам для этого сейчас нужно будет идти на очень серьезные издержки и где-то, может быть, даже отказаться от топлива в пользу противогаза, стоит ли оно того? Скорее всего, вы просто не успеете его надеть, потому что запутаетесь, и вам будет больно от того, что он трется об волосы. Нюансы. Надо понимать контекст. Так что да, противогаз штука хорошая, но если ты не умеешь им пользоваться, он тебе только навредит. Продолжаю этот же комментарий. Они помогут как в случае, если в ваш район прилетит снаряд и поднимется пыль. Согласен. Так и в случае прохода через задымленные от пожаров районы или если военные начнут применять дым. Вот тут нюансы. Дым, если мы говорим про возгорание, это же не только частицы горения. Это еще и угарный газ. Угарный газ – мега злая штука. Проблема угарного газа в том, что он усваивается быстрее, чем кислород. То есть, проходя через задымленное помещение, вы скорее надышитесь угарным газом. 2-3 вдоха, и человек теряет сознание. Если у вас есть противогаз, который отфильтровывает угарный газ, через него же и кислород проходить не будут. Это очень узкоспециализированные противогазы, которые вы, скорее всего, не достанете, если у вас их уже нет. Поэтому рассчитывать то, что вы находитесь в маске и противогазе, вы можете идти через дым, я бы так не делал. Очень полезное видео. Прям все как нужно. Если можно, я бы добавил 2 момента, просто из некоторого опыта. Это флешка с копиями документов, начиная паспорта, заканчивая на дом или квартиру и так далее. И распечатанные фото родных и близких, в скобках, особенно детям. Для каждого члена семьи можно с номерами телефонов на обратной стороне. С одной стороны, согласен, и я действительно об этом не сказал на видео, хотя это рекомендовано для тревожного чемоданчика иметь флешку с документами. Я бы еще добавил, было бы неплохо иметь
на облаке где-то сканы документов, просто на всякий случай, потому что на облако вы можете зайти из любого цифрового устройства. Что касается фотографий родных, это рекомендовано на случай экстремальных ситуаций, например, природного или техногенного характера. На случай военных конфликтов я начинаю в этом сомневаться. Объясню, почему это нужно для невоенных ситуаций. Если вы потеряли своего человека, например, потеряли ребенка или же потеряли девушку, жену, у вас есть ее фотография, вы приходите в полицию, размножаете эту фотографию, ее клеят на столбах, ее передают на другие посты, и все, уже есть какая-то возможность искать конкретного человека. Не очень красивую девушку, а конкретно вот эту девушку. В этом плане здорово. Что касается номеров телефонов, та же самая история. Мы можем позвонить, мы можем указать эти данные, мы можем другому человеку передать, чтобы он это мониторил. Согласен. Но в военных действиях я начинаю в этом сомневаться, потому что в случае, если вас поймает враг, у него на руках лица вашей семьи, у него на руках телефоны вашей семьи, у него на руках ваши документы, и тут уже начинаются нюансы, как он ими воспользуется. Скорее всего, если вы простой гражданский, это никого не интересует. У них есть более серьезные срочные задачи. Но все же о сохранении персональных данных я бы озаботился. Так что насчет военного времени я не уверен. У меня тревожный чемоданчик с 2014 года стоит готовый. Подготовленная одежда, серая, неприметная, много потайных карманов. Периодически пересматриваю снаряжение, облегчаю вес, обновляю лекарства и провизию на свежую. Подготовленное место для драпов, первой медпомощи, обычно группа близких. Восхитительно. Лет 5 назад у нас был тренинг, и просто в свободное время разговаривали с одной девушкой, и она рассказала, как тоже была некая чрезвычайная ситуация именно в ее городе. И ее муж сразу ей отзвонился, он в это время был в командировке, и там был диалог из разряда: значит, слушай сюда, открываешь шкаф, там стоит 3 рюкзака для тебя и для детей. Машина тебя ждет уже внизу, выходи, это мой человек, он тебя отвезет в нужное место. Вау! Мне нравится, что все так продумано. Мне не нравится, что приходится это жене объяснять непосредственно во время чрезвычайной ситуации. Но да, эта война показала, что более подготовленные люди, которые об этом позаботились заранее, ну, они сейчас чувствуют себя чуть-чуть комфортнее, чуть безопаснее, чем те, которые вынуждены учиться прямо сейчас. Но это не значит, что у вас нет шансов. Прямо сейчас делайте выводы, прямо сейчас адаптируйтесь, прямо сейчас знакомьтесь с людьми, которые вас могут обучить или поддержать. И поддержать. Очень вас понимаю. Как только начинаешь собирать, сразу понимаешь, как много на это надо времени. В скобках. С учетом доставок, похода в магазин, выбора, анализа каждого предмета, от ножа и спальника до одежды, компаса и посуды. А также сколько на это надо денег. Даже вот взять обычную куртку. Мне важно, чтобы она была не похожа на военную или тактику, или ярких походных цветов. Была максимально неприметной, обладала потайными карманами. Держала потертости, ткань была износостойкой, желательно еще хоть какая-то водонепроницаемость мембраны. То же самое с брюками и обувью. Одежда – это очень важный аспект подготовки, как и рюкзак. Если начать все это изучать и закупать заранее, то можно растянуть траты, и это не окажется таким сильным экономическим ударом. Да, абсолютно согласен. Меня как-то спросили, как много денег я потратил на снарягу и сколько вообще нужно денег, чтобы вот прям закупиться и вот ходить такие походы. Вы не хотите знать, я не хотел знать. Это большие деньги, но это большие деньги, если смотреть их одним чеком. Если я этим занимаюсь уже там больше 12 лет, то, окей, это нормально. И да, снаряжение служит очень-очень долго, если это хорошее снаряжение. Уже конкретно в данной ситуации, приходится работать с тем, что есть. И отдельный акцент хотел поставить на концепции Греймен. Правильно написали здесь о том, что нельзя выглядеть милитаристически, нельзя выглядеть ярких цветов, потому что внимание, которое мы привлекаем к себе, оно не одинаково для всех. Если мы возьмем серую толпу людей, если мы возьмем потенциального негодяя, который хочет спровоцировать свою агрессию на этих людей, не на всех людей эта агрессия будет одинакова. Кто-то его бесит больше, кого-то он раньше заметит, потому что парень с дредами в ярко-красной куртке с красивым рюкзаком в виде покемона, он его заметит сразу. Он его заметит куда раньше, чем какого-нибудь серого парня с слипшимися волосами, который трется в толпе. Понимаете, я к чему? Избегайте ярких патчев, избегайте яркой одежды, избегайте милитаристической одежды, избегайте милитаристической обуви. Знаю, удобная. Сам по ней очень скучаю, но избегайте, она привлекает много внимания. После собирания такого комплекта необходимо опробовать всю снарягу и подобрать для себя. А то бывает, все красиво укомплектовано, разок открыл, достал, и что-то вот уже бардак в рюкзаке. А времени приводить в порядок нет. Также нож и мультитул. Надо, чтобы рука к ним была привыкшая. Согласен. Я очень люблю всякого разного рода мешочки. Мешочки от всего. Я собираю мешочки от всего. Мешочки от палаток, мешочки от любого снаряжения, любые подсумки. Подсумки позволяют систематизировать вещи в рюкзаке. Очень рекомендую. А почему именно хлоргексидин? Спирт пересушивает рану. Перекись неприменим для сколь-либо серьезных ран. Если у нас какая-то маленькая ранка, маленький порезик, маленький укол, да, замечательно, перекись работает. Зеленка только по краям раны. Йод то же самое, только по краям раны. Для своего класса хлоргексидин – это лучший и, наверное, самый дешевый вариант. Также меня здесь отдернули насчет того, что
Тот тейп, о котором я говорил, это не тейп для высоковольтных проводов. Я его называю тейпом для высоковольтных проводов, потому что я увидел как в магазине, что называется тейп для высоковольтных проводов. Не каждый тряпчаный тейп можно использовать для высоковольтных проводов. Это важно понимать на случай, если вы захотите им воспользоваться по прямому назначению. К сожалению, я не компетентен для того, чтобы сейчас объяснить, чем отличается ПВХ-тейп от не ПВХ-тейпа и других тейпов. В данном контексте прошу подразумевать, что когда я говорил тейп для высоковольтных проводов, я имел в виду просто тряпчаный и очень сложный на разрыв. Позволю себе не согласиться с вами в таких моментах. Первое. Кроме золота и серебра, сигареты, табак и спирт. Маленькими порциями. Лучше по 0,25-0,5. Лучше водка, но намного тяжелее. Легче будет выменять и нет засветки палева. В скобках опыт в Польше. Хотя, опять же, помним, продажа алкоголя запрещена, но обмен не запрещен. И согласен, и нет. Какую-нибудь маленькую резервную бутылочку иметь прекрасно, но прям бутылку с собой волочить скорее нет, чем да. Потому что, банально, я же надеюсь, вы понимаете, что мы не носим это в стекле, мы переливаем куда-то вне стекло. Стекло само по себе имеет вес. Плюс опасность его разбить и так далее, и так далее, и так далее. Сигареты абсолютно согласен. Я вот сейчас вижу, насколько сигареты спросовые, востребованные и дефицитные товары. Вчера вечером шли мимо ларька, ларек весь пустой и написано: в наличии есть 4 сигареты. Так что да, сигареты дефицитные товары. Если вы не курите, имеет смысл с собой брать. То же самое по прокладкам. Если вы не женщина, имеет смысл с собой брать, потому что банально прокладки — это вещь, которую сложно заменить чем-то другим. Можно, но зачем, если можно взять очень легкие и очень широко применимые прокладки? Второе, аптечка. Как по мне, в такое время самое главное — это носить и умение накладывать турникет. Вколоть обезболивающее, перевязать и обеззаразить рану. Остальное второстепенно. Согласен, но где мне взять турникет, если у меня, например, его нет? Где мне взять навыки по работе с турникетом, если у меня, например, их нет? Да, сейчас не в контексте, что мне срочнее знать, потому что, да, согласен, бомбежки у нас, скорее всего, будет опасность потерять кровь, чем заразиться тем же гриппом, например. Но если у вас нет турникета, вам негде его взять, вам негде обучиться. Поэтому работайте с тем, что есть, и работайте с теми опасностями, которые у вас есть и так каждый день. А это простудиться, это отравиться, это головная боль и так далее. Но да, турникет нужен, я не отрицаю. Третье. Плохой нож и фонарик лучше никакого. Если плохой означает сломанный, плохо работающий или разболтанный, быстро тупящийся, возможно, соглашусь. Хотя, если бы меня ставили перед выбором, то я бы выбрал плохой вместо никакого. По моему опыту, почти всегда решает количество, а не качество. Количество — это всегда обменный фонд. И согласен, и нет. Не согласен в том плане, что я зарекся покупать некачественное снаряжение. Дешевое некачественное снаряжение получается дороже, чем дорогое снаряжение. Да, 2 фонарика лучше, чем 1 супердорогой, но лучше 1 качественный, чем 2 неработающих. Четвертое. Мыло только жидкое и концентрированное, дешевле в разы. Да, согласен, про жидкое мыло уже сказали. Вот еще. К металлической кружке я бы добавил 3 чайных свечи и мини-щепочницу, сделанные из 2 банок из-под оливок. Одна маленькая, вторая еще меньше. Да, свечки клевая штука, но я как-то пробовал закипить воду на свечах, и вы думаете, что я так грустно выгляжу? Я состарился, пока ждал, пока они закипят. У свечки недостаточно энергии, чтобы нормально можно было на ней готовить. Если мы уже говорим про какую-то единицу места в рюкзаке, сухой спирт. Причем здорово, если у вас будет возможность добыть не только обычный сухой спирт, который продается в обычных магазинах, но если рядом с вами есть магазин, который занимается всякими товарами для барбекю, решетками, углем, разжигателями и так далее, там можно найти американский сухой спирт. Он выглядит как кусочек мыла. Он более энергетичен, у него больше энергии горения, он не боится воды и он сильно дороже, но он лучше. Я бы ще дощовик додав або кусок плівки. Согласен, по дождевику тоже я не сказал, хотя наверняка стоило бы. Где-то за недели 2, наверное, до войны я нашел дождевичок гортексный, красный, и который архивируется сам себя, вот такой маленький комочек. Восхитительная вещь. Да, дождевик классная штука, потому что промок умер. Вам нельзя промокать. Вы не можете себе позволить ходить в мокрой одежде, потому что как только вы намокли, вы сразу же начинаете переохлаждаться, вы сразу же начинаете болеть, а болеть сейчас дороже, чем когда-либо. Поэтому не допускайте намокания. У меня практический вопрос. Есть что-то, что я сложил туда, и оно там лежит. А есть то, что я пользую, типа зарядки для аккумулятора, пауэрбанка. Как его не пролюбить, так как по-хорошему это часть чемоданчика? Сразу же, я не знаю, нужно ли мое мнение, потому что сразу же есть комментарии. Для этого нужно, чтобы был отдел быстрого доступа для таких нужд. Да, абсолютно согласен. У меня это маленький подсумочек от Ютактика. Очень удобно. У меня в нем вся электроника, я вытащил, попользовал электронику, причем бывает такое, что у меня пауэрбанка внутри лежит, я просто провод из нее вытащил, зарядился, положил провод назад, и в сумочке оно у меня лежит. Поэтому пользуйтесь подсумками, пользуйтесь отдельными чехлами и оперативные маленькие отделы.
Я хочу вас поблагодарить за обратную связь, потому что одна из причин создавать «Красный лист» — это возможность общаться с людьми, у которых отличный от моего опыт, отличные от моих знаний, и обмениваться этими опытом и знаниями. Спасибо вам большое, что помогаете развивать проект, спасибо, что комментируете, спасибо, что делитесь нашими видео, и встретимся вживую. С вами был проект KL Survival.